Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале необычное видео. Сегодня не будет никакого рецепта, я хочу поговорить с вами о копчении. У меня на канале есть десятки рецептов варено-копченых изделий, разных. Это и колбасы, и курица, и цельномышечные изделия, сырокопченые изделия. И, как вы знаете, я коптил всегда на холодную в обычной картонной коробке, используя обычный дымогенератор ленточного типа. Вот такая вот улитка. Простой, давно всем известный метод, надежный, понятный, давал мне возможность получать вполне неплохие результаты. При том, что мне приходилось делать тепловую обработку в духовке либо в су-вид, а затем, стабилизировав изделие, коптить его на холодную. Но время шло, и я всегда мечтал о том, чтобы получить возможность коптить на горячую. То есть я присматривался к разным коптильным камерам полного цикла. Я их выбирал, я читал отзывы. И вы знаете, время шло, но ничего не менялось. И вот спустя буквально 2,5 года моего холодного копчения у меня теперь в руках появился новый инструмент. И я в это видео хочу показать вам и поделиться той радостью, которая у меня есть сегодня. И вот 14 марта 2025 года ко мне на остров, на Мальту, приехал вот такой агрегат. Это коптильная камера полного цикла Roman. Эту коптильную камеру мне любезно предоставил интернет-магазин Craftmaster, который является эксклюзивным продавцом этих коптильных камер. Но началась эта історія чуть раніше. Всім привіт! Сьогодні ця коптильня малютка 65-ка відправляється у нас на Мальту. Комплектація трохи покращена, значить парогенерація, пульт керування, терморегулятор, пускатель 2 автомата, вентилятор конвекції з теном, труба сотка, витяжка, димогенератор тут попросили з охолоджувачем в комплекті. Це трохи незручно, для того, щоб його сюди підключити. Димогенератор має, мовно кажучи, у нас зі стола звисати, тобто коптильня ставиться на край, і димогенератор, мовно кажучи, висить нижче стола трошки. Але клієнт попросив саме так. Значить, тут у нас все стандартно. Лоток, дві полочки, блок конвекції, палки, крючки, трубка парогенерації, накладні двері. Зараз будемо пакувати. І коптильня сьогодні у нас їде, повторюсь, на Мальту. Є доставка, є логістика. Ну и вот теперь эта коптилка у меня на Мальте. Я хочу поблагодарить производителя этих коптильных камер Дмитрия Бойко, который производит их в Украине, в городе Ромны, Сумской области. Приобрести эти коптильные камеры, весь модельный ряд, можно эксклюзивно только на сайте интернет-магазина Craftmaster. Ну и ссылку на этот интернет-магазин я обязательно оставлю в описании под этим видео. Получив эту коптильную камеру, конечно же, все началось с распаковки. Поскольку это проделала немалый путь, упакована она была прекрасно, все доехало в отличном виде. Пришлось минут 30 повозиться, но хлопоты эти были приятные. Интернет-магазин Craftmaster отправляет модельный ряд этих коптильных камер и другую продукцию, которая представлена на этом сайте, не только по Украине, но и в десятки стран мира. Все навесное оборудование к этой коптильной камере упаковано было внутри. Все достаточно просто, понятно. Такой незамысловатый конструктор Лего, пульт управления, бачок капельный для режима варки с паром, 6 поперечных полочек, 25 сантиметров расстояние между полочками, поддончик, дымогенератор я заказал отдельно с охладителем. Вот в таком виде сейчас я приступлю к окончательной сборке. Вот, в принципе, все готово. Где-то у меня ушло примерно 30 минут. Я установил пульт управления, дымогенератор, бачок для капельной подачи воды на крыльчатку конвектора для режима варки с паром. И, в принципе, вот все готово. Подробное описание этой коптильной камеры вы найдете на сайте Craftmaster. Ну, а я сделаю
Краткий обзор. Коптильная камера выполнена из нержавеющей стали, очень качественная сборка, все тщательно подогнано, нет никаких там зазоров или острых необработанных углов. Камера небольшая, это самая маленькая модель из этих коптильных. Резиновая прокладка, все подогнано очень качественно, плотно, никаких зазоров. Я выбирал именно коптильную камеру из пищевой нержавеющей стали, поскольку эксплуатировать я ее буду в условиях повышенной влажности. Это маленький остров, кругом море. Я думаю, что именно нержавеющая сталь — это тот выбор, который я сделал осознанно. Деревянная коптильная камера или обшитая внутри нержавейка — это будет точно не тот вариант, который можно использовать в таких условиях, в которых нахожусь я. Камера имеет очень небольшие габариты и вес у нее до 30 килограмм. Пульт управления прост. Никаких программных сложных модулей. Здесь термодатчик, выставляется температура, которая фиксируется, и два включателя TEN и вентилятор конвекции. Все очень просто, понятно. Питание от розетки 220. По сути, управление — это обычная духовка электрическая с выбором режима нагрева. Бачок для воды, краник для капельной подачи воды на крыльчатку вентилятора конвекции. Эта коптильная камера малютка при своих минимальных размерах и емкости позволяет выполнять абсолютно полный цикл термической обработки колбасных мясных изделий. То есть поместил сырой продукт и достал готовое изделие. Этап отепления, этап обсушки, этап обжарки и обжарки с дымом, копчения горячее, и этап варки с паром. Для подачи дыма в коптильную камеру используется вот такой дымогенератор. Я заказал нестандартную комплектацию с охладителем. Поскольку у меня 8 месяцев в году температура порядка 30 градусов, и мне важен был охладитель, чтобы контролировать температуру дыма. На дне камеры есть отверстие, через которое можно поджигать опилки. Колба охладителя. Он работает по принципу самогонного аппарата. В эту колбу заливается вода, из камеры сгорания дым подается в этот охладитель, краник для подачи дыма в камеру и краник для слива воды из охладителя. И там внизу крепится специальный отстойник, емкость, баночка для сбора конденсата, который образуется в результате охлаждения. Вот такой себе дымогенератор я попросил укомплектовать, хотя в стандартной комплектации идет обычный дымогенератор без охладителя. Именно поэтому у меня получилась такая конструктивная особенность, что дымогенератор должен стоять на краю стола, поскольку охладитель и накопитель конденсата, он ниже нижнего уровня самой камеры. Я найду возможность установить его таким образом, чтобы мне было удобно его эксплуатировать. Объем колбы охладителя где-то примерно 1,5 литра, и при необходимости воду можно сливать и менять. Внутри коптильной камеры сборка выполнена очень качественно. Стоит TEN. Обычный TEN, нагревательный элемент мощностью 1,5 киловатта, то есть 1500 ватт. И вентилятор крыльчатка, конвекция. Поперечные полочки, их 6 штук, 20 штук крючочков. Поддон для того, чтобы можно было собирать лишнюю влагу при тепловой обработке. Вентилятор крыльчатка вентилятора конвекции помещен такой корпус. Все очень хорошо обработано. Вообще качество сборки меня очень впечатлило. В принципе, все. На этом я закончу короткий обзор вместе с распаковкой. На это у меня все ушло примерно 1,5 часа. Распаковка, сборка и обзор. И теперь у меня на канале будут появляться регулярно видео с рецептами мясных изделий, колбас, горячего копчения. Я буду тестировать эту камеру по полной программе. И хочу поблагодарить производителя Дмитрия Бойко и интернет-магазин Крафтмастер за предоставленную возможность и за предоставленный инструмент для работы.
Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал Food Court. Вас ждут много новых интересных рецептов горячего копчения. Я буду готовить для вас мясные колбасные деликатесы в коптильной камере «Малютка». До новых встреч, дорогие друзья!